Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю студентам русского языка заговорить на русском более уверенно и естественно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайк и активируйте субтитры, если они вам нужны. У меня к вам вопрос. Какая тема в русском языке вам дается сложнее всего? Вы можете поставить на паузу и прямо сейчас на него ответить. А я, в свою очередь, сделаю предположение и скажу, что одна из таких тем – это глаголы движения «идти» и «ехать». Что сложного? Да в целом ничего, если вам нужно просто идти. А если, скажем, вам нужно пойти, прийти или уйти, или войти, или выйти, отойти, зайти, пойти, дойти, перейти. Или от глагола «ехать». Поехать, уехать, заехать, приехать, переехать и так далее. Поскольку приставки, которые можно добавить к этим двум глаголам, одинаковые, имеют одинаковый смысл, а смысл заключается именно в приставках, я предлагаю не перегружать мозг большим объемом информации и рассмотреть глаголы, только образованные от «идти». Но имейте в виду, что значения приставок, которые я буду объяснять, идентичные и для глаголов, образованных от «ехать». Например, пойти, поехать. Разница только в том, что мы пойдем пешком, а поедем на транспорте. Не обязательно глубоко вникать в грамматические правила, если у вас нет такого желания. При большом объеме входящей информации, то, что в английском называется input, у нас, к сожалению, нет релевантного перевода этого слова, вы со временем начнете это понимать и использовать на интуитивном уровне, потому что где-то и когда-то уже это слышали и знаете, что это правильно, точно так же, как и в своем родном языке. Но если все же интересно немного вникнуть в тонкости, то я вам о них расскажу. А в конце будет небольшой текст с этими глаголами, потому что в контексте это понимается и воспринимается гораздо легче. Для усиления эффективности урока советую взять тетрадь, ручку и все это записать, чтобы перед глазами всегда была шпаргалка. Итак, полный список глаголов вы уже видели. Давайте еще разок на них посмотрим и начнем по порядку. Пойти. В данном случае приставка «по» обозначает начало движения, то есть вы начинаете куда-то идти. Но во избежание длинной фразы «начинать куда-то идти» мы используем коротенькую альтернативу «пойти». Пойти на работу, пойти в школу, пойти в магазин. Пример. Я пойду на рынок за свежими овощами. Прийти. Добраться до нужной точки, достигнуть цели движения. Например, вы сказали, что пойдете за свежими овощами, и через полчаса вы туда пришли, то есть достигли точки своего назначения. Уйти. Удаляться откуда-то, покидать место, где вы находитесь. Например, вы можете сказать: обычно я ухожу с работы в 6 часов вечера. Вы покидаете свое рабочее место и идете домой. Войти. Приставка «во» обозначает движение внутрь объекта. Пример. Когда я вошла в комнату, увидела на стене огромного паука и закричала. А приставка «вы» в слове «выйти» имеет обратное значение от «во» и означает движение изнутри. Как только я увидела паука в комнате, то быстренько оттуда вышла. Отойти. Удалиться от объекта на небольшое расстояние. Часто можно услышать в метро: поезд отправляется, отойдите от края платформы. Что говорит о том, что нужно сделать пару шагов назад, чтобы случайно не упасть с платформы. А подойти значит приблизиться к объекту с небольшого расстояния. Подойди, пожалуйста, я тебе кое-что на ушко скажу. Дойти. Движение до какого-то места. Вероятно, у вас был длительный путь, но вы его преодолели. Я шла и наконец-то дошла.
дошла до самого конца. Тут может возникнуть путаница с глаголом «прийти», потому что и «прийти» означает достижение движения, и «дойти» означает практически то же самое. Но разница все-таки есть. Если вы куда-то пришли, это значит, что идти дальше вам уже некуда. То есть вы добрались до финальной точки. В то время как «дойти» может передавать два смысла. Первый, что вы добрались до какой-то точки на отрезке всего пути. Сравните два предложения. Я пришла, открывайте дверь. И я дошла до поворота, через 10 минут буду у вас. Во втором случае мне нужно еще немного времени, чтобы дойти до вас. А пока я дошла только вот до этой точки, на отрезке всего моего пути. Но, второе. Если я очень устала, мой путь был слишком длинным, то когда я доберусь до финальной точки, я могу сказать: «Фух, наконец-то я дошла». Оказывается, мы не так близко друг от друга живем. Что значит «я устала», «я долго шла», либо «я торопилась». И вот я дошла. Дальше глагол «зайти», у которого тоже несколько значений. Первое – это движение за объект. Я зашла за дом, чтобы посмотреть, что делают дети. То есть направилась к задней его части. Второе – движение с короткой остановкой. Подруга мне посоветовала по дороге на тренировку зайти за водой. То есть я иду на тренировку, это моя конечная цель, но на каком-то отрезке моего пути я захожу в магазин, а потом иду дальше. Или я зайду за тобой, и мы вместе пойдем в кино. То есть я сначала доберусь до твоего дома, заберу тебя, и мы вместе пойдем до конечной точки, то есть в кино. Перейти. Приставка «пере» означает движение объекта с одной стороны на другую. Например, перейти дорогу или перейти мост. Обойти. Движение вокруг объекта. Например, я обошла весь дом целиком, но детей так и не увидела. Что значит, что я не просто зашла за дом с противоположной стороны, но сделала круг вокруг дома. Пройти. У приставки «про» есть целых 4 значения. Первое – движение сквозь объект. Нужно пройти через парк, чтобы добраться до озера. Второе – движение мимо объекта без остановки. Она прошла мимо и даже не поздоровалась. Третье – движение на какое-то расстояние. Я прошла 10 километров и очень устала. Либо, четвертое, с помощью этого глагола можно задать вопрос: как пройти к центральному входу в парк? И последнее – сойти. Приставка «со» указывает на то, что нужно спуститься вниз. Он сошел вниз по лестнице, когда его позвали к ужину. На самом деле этот глагол в значении движения можно услышать крайне редко. И чаще всего говорят «спуститься с лестницы» или просто «спуститься». Честно говоря, я даже не помню, чтобы кто-то говорил «сойти с лестницы». Мне кажется, что это больше литературный язык, чем разговорный. Но, тем не менее, он относится к этой группе глаголов, а значит, стоило его тоже рассмотреть. Теперь, когда вы знакомы со всеми этими глаголами, давайте послушаем историю, в которой все они употреблены, чтобы у вас появилась более полная картина восприятия. Большинство глаголов в этой истории используются либо в прошедшем времени, либо в инфинитиве. Сегодня я пораньше ушла с работы, потому что успела выполнить все задачи быстрее, чем обычно. Уже в 5 часов я пришла домой, когда мне позвонила подруга и предложила пойти в театр. Я согласилась, поскольку давно не была в театре, и у меня еще было пару часов на то, чтобы собраться. Подруга сказала, что зайдет за мной в 19:30, и что у нас будет 15 минут, чтобы дойти до театра, поскольку он расположен неподалеку от наших домов. Когда она подошла к моему дому,
позвонила мне по телефону и сказала: «Я тебя жду у подъезда, спускайся». Я сошла с лестницы, потому как лифт в тот день не работал, вышла из подъезда и встретилась с подругой, после чего мы направились в театр. Путь был коротким. Нужно было перейти дорогу, обойти большой торговый центр, пройти сквозь арку, и мы были на месте. Вошли в здание театра, купили билеты, после чего подруга пошла искать наши места, а я отошла ненадолго, чтобы позвонить маме. Спектакль был великолепный, и как же я порадовалась тому, что мне удалось на него попасть. Напишите в комментариях пару примеров с любыми из глаголов, которые мы сегодня рассмотрели, чтобы немножко попрактиковаться. А я их проверю и напишу, правильно ли вы справились с задачей. Не забывайте поставить лайк, если вам было полезно, а мы увидимся в следующем видео. Пока!